Ребята, всем привет! Хочу поделиться с вами опытом заправки углекислотных огнетушителей. Вот таких. Заправка будет осуществляться от большого 40-литрового баллона. Не знаю, сколько там килограмм, но думаю, хватит на 4 огнетушителя, чтобы их полностью заправить. Углекислота здесь в жидком виде находится. Точно так же и при заправке в огнетушитель она там будет находиться жидкая. На каждом баллоне написано количество. Здесь 3 килограмма углекислоты должно быть. Здесь так и написано. Масса СО2 3 килограмма. Это очень важно знать, потому что нужно контролировать. Это не шутки, ребят. Здесь давление до 58 атмосфер. Опять же, вот тут прописано. Я их нашел на металлоломе. Здесь 3 3-килограммовых баллона и 1 2-килограммовый. Сегодня я хочу заправить до полного состояния и показать вам, как я это буду делать. Понадобится вот такой переходничок, который будет накручиваться на баллон. Он у меня используется для перезаправки маленьких кислородных баллонов. Я сюда выточил дополнительный штуцер, чтобы можно было соединять с углекислотным огнетушителем. Вот так. Ну и там прокладочка еще с фторопласта понадобится. Она осталась, кажется, в одном из баллончиков. В одном из огнетушителей. Нет. Также понадобится безмен. Ну и сразу можно завесить, узнать, сколько весит баллон. Чтобы не перезаправить. Друзья, это очень важно. Если его перезаправить, его может в последующем просто разорвать. Вот, баллон весит, получается, 5,8 килограмма. Можно сразу маркером записать эту цифру. Возможно, здесь где-то на баллоне указано это все. Но я лучше взвешу заново. И так делаем процедуру для каждого баллона, если они абсолютно пустые. Пустой баллон, вот слышите, выглядит вот так. Вот пшик. Что-то пшикнуло там по мелочи. И все. Сейчас покажу, как выглядит не пустой баллон. Все вы уже догадались, что все дело в массе. Нужно пометить начальную массу пустых баллонов. Ну а после заправки еще раз взвесить и сравнить, сколько прибавилось килограмм, и чтобы эта цифра не превышала написанную на баллоне. Если это ОУ2 2 килограмма, ОУ3 3, ну и так далее. Большой баллон нужно наклонить вентилем вниз, иначе жидкарь не пойдет. Нарезал энное количество прокладок. Можно вставлять. Магия начинается. Все баллоны взвешены. 5 килограмм, 5,8, 5,5, 5,7. Все немножко по-разному весят, хотя вот эти из одной группы. Но отличается на 100-200 грамм. Наклонять вниз вентилем нужно для того, чтобы жидкость скопилась как раз таки вот в этой части баллона. Иначе жидкость не пойдет, а пойдет газ и заправится крайне мало. Газовой фазой. Нам нужна жидкая фаза. Все уже подключено. Открыт даже вентиль. Осталось лишь нажать на рычаг. Предварительная заправка одного баллона состоялась. Сейчас повторю для остальных. И мы проконтролируем массу. Потом нужно будет добавлять. Потому что сразу полная емкость не заходит. Итак, каковы же результаты, ребят? Дело оказалось непростым. Тот прошлый баллон закончился. Это уже новый баллон. Он обошелся мне, точнее его замена, в 650 рублей. И мы продолжаем заправлять. С той партии удалось заправить не более чем на 1 килограмм. В общем, сейчас я опять все накручиваю. Баллон этот горячее, нежели те, что стояли в гараже. Они довольно-таки прохладные, даже на ощупь отличаются. В общем, нужно накручивать и добавлять. Сейчас на улице жарко, баллоны горячие, поэтому газ, находящийся внутри, он больше в парообразной форме. То есть, если бы было более прохладно, там, например, 5 градусов тепла, то практически вся углекислота была бы в жидком состоянии. Сейчас жидкой фазы очень мало. Поэтому прошлый баллон быстро закончился, пока там я экспериментировал, все это пробовал. Ну, в общем, там может всего килограмма 3-4 было жидкой фазы. Новый баллончик я наклонил еще сильнее, чтобы эффективнее использовать жидкость. Ну и в нем, я думаю, все-таки больше. В том что-то как-то прям совсем мало было жидкости. Откручиваю вентиль
И мы сейчас посмотрим, пойдет ли жидкость или нет. Слушай. Ну, вот можете заметить, крайне как бы незначительно, но что-то пошло и идет. Чувствуется, что сейчас идет именно жидкость. Все, шум прекратился, ребят. Движение жидкости, соответственно, тоже. Делаем вот так. Отбиваю вентилек. И откручиваю. И мы сейчас посмотрим, насколько же удалось их заправить. Огнетушитель заметно потеплел, температуры сравнялись, соответственно, поэтому и жидкость перестала идти. Смотрим на результаты. Вот этот баллончик пустой весил 5 килограмм. Смотрим, сколько весит он сейчас. Сейчас он весит 5,9 килограмм. То есть получается 1 килограммчик в него вошел. Это пол заправки. Смотрим теперь большие. 5,8 изначально он весит. И в заправленном состоянии 7,4 килограмма. Получается плюс 1,6 килограмм. Тоже полбаллона. Такие скромные результаты меня, естественно, не устроят. Поэтому я их сейчас возьму, да и отвезу в морозильник. А потом мы продолжим. Должно будет войти полностью все, что надо. Прошло немного времени, можно продолжить заправку огнетушителей. Привез их. Они, вот как можете заметить, очень охлажденные. И будем пробовать. Сначала большой. Вез в куртке, ну, чтобы сохранить их в охлажденном состоянии. Все-таки путь не близкий. Для тех, кто хочет пробовать охлаждать огнетушители выпуском части газа, который первоначально туда вошел, ну, я не советую, ребят. Я так пробовал. Ну, в принципе, он охлаждается, но потом больше не входит в него почему-то. Так что лучше заправить, потом немножко охладить. И продолжить. Что как-то не отображает. Индикация не показывает минус. Очень странно, хотя он замороженный. Не знаю, видимо, как-то отражается не так. Ладно, ребят, приступаем. Накручиваю все заправочное оборудование. Здесь вручную можно. Ну, а здесь нужно затягивать. Действовать нужно оперативно, потому что на глазах оно размораживается. Очень быстро. Думаю, успеем. По счету, получается, 3-й раз буду заправлять. Итак, открываю вентиль. Все, что ли, открылся. И нажимаем. Все, видно, слышно, что пошло. Сразу разморозился баллон. Вот, ну, слышно, идет. Идет и очень даже неплохо. Я думаю, полностью, либо практически полностью будет заправлено. Ну, то есть эту процедуру можно выполнять до бесконечности. Увозить, замораживать, привозить, заправлять, потом опять увозить, замораживать. Можно заполнить хоть полностью. Но нам нужно только 3 килограмма. Так, я думаю, все. Сделаю отбив. Можно отсоединять. Давайте сразу взвесим. Посмотрим, что у нас получилось. Посмотрим, есть ли полная заправка. Вот так, на нулях. И поднимаю. Получается 8,5. 8,5. То есть, да, почти полная заправка. Если бы было 8,8, была бы полная. Ну, а так не хватает 300 грамм. Ну, я думаю, на этом можно остановиться. В принципе, 2,7 килограмма зашло из 3. Этот огнетушитель полностью готов к использованию. Смотрим, сколько вошло в малыша. 6,8. Здесь 150 грамм не хватает примерно.
Ну, тоже нормалек. И я считаю это отлично просто. Ребят, ну у меня на этом все. Кому было интересно, а самое главное полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Техника безопасности возрастает на канале.